меня зовут Лена, я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить белый шоколад в ПП-варианте. У него сладкий сливочно-шоколадный вкус. Этот шоколад не тает в руках и очень заманчиво хрустит при разламывании. Соединяем в чаше 40 грамм какао-масла, 35 грамм сухого молока и 20 грамм измельченного в мелкую пудру подсластителя. У меня это монк-фрут, натуральный подсластитель в смеси с эритритом. По уровню сладости он равен сахару и имеет нулевую калорийность. Можно взять и другой подсластитель, эквивалентный 20 граммам сахара, но если это будет жидкий подсластитель, то шоколад получится мягче и его не получится затемперировать. А любой сухой подсластитель обязательно измельчите в мелкую пудру, иначе в шоколаде останутся крупинки. Ставим шоколад на водяную баню с горячей, но не кипящей водой. Температура воды 60-80 градусов Цельсия. В таком случае можно быть уверенным, что какао-масло растает и не перегреется. При этом вода касается чаши снизу. Оставляем ингредиенты растапливаться примерно на 5 минут. Через несколько минут просто размешиваем лопаткой. В какао-масле все размешивается легко. Получается вот такой жидкий белый шоколад. Снимаем его с водяной бани и остужаем. В целом шоколад готов. Но если вы хотите, чтобы он откусывался с хрустом и не таял при комнатной температуре, то нужно его затемперировать. Сегодня я буду темперировать самым простым способом для ПП-шоколада с помощью микрио. Температура шоколада для этого должна быть 32 градуса Цельсия. Остудить его можно либо на холодной водяной бане, либо постоянным перемешиванием. Дожидаемся остывания. И когда температура достигнет 32 градусов Цельсия, можно добавлять микрио. Это вот такой мелкий порошок масла какао. Добавлять его нужно всего 1 грамм на 100 грамм шоколада. И эта кроха способна создать правильную кристаллическую решетку для всего шоколада. Но в этом методе особенно важно очень тщательно размешать шоколад. Можно использовать и блендер, но желательно не запустить много воздуха, а также следить за тем, чтобы от ножей блендера шоколад не нагрелся. После добавления микрио нагревать шоколад выше 32 градусов Цельсия нельзя. В своих рецептах я уже показывала 2 других способа темперирования, которые подходят для шоколада без сахара. Ссылки на эти рецепты я оставлю в описании к этому видео. Вот и все, шоколад готов. Заливаем его в форму. Можно использовать любые формы, которые у вас есть. Подойдут и силиконовые. У меня это поликарбонатная форма. Важно, чтобы форма была абсолютно сухая. И будет очень красиво и вкусно, если добавить в шоколад любые сублимированные ягоды или орехи. У меня это кусочки сублимированной вишни и миндальные лепестки. Думаю, сочетание с белым шоколадом будет отличное. Если в помещении прохладно, то шоколад прекрасно застынет и без холодильника. А если нет, то отправляем шоколад в холодильник как минимум на 1 час. Время готовности зависит от вашего холодильника. И я сделала еще 1 порцию шоколада, чтобы окрасить его натуральным красителем. Часть шоколада заливаю в форму сразу, любым способом, можно полосками или пятнами. А вторую часть окрашиваю натуральным красителем черная морковь. Он, как ни странно, дает фиолетовый цвет. И заливаю этот шоколад в незаполненные места. На обратной стороне можно сделать простейший рисунок острым краем лопатки. Вот так необычно получается. Если вдруг возникли пузыри на шоколаде, можно простучать его об стол, и они выйдут на поверхность. И лопнем эти пузырьки острой шпажкой или зубочисткой. Также отправляем в холодильник до застывания. Хорошо оттемперированный шоколад уменьшается в объеме. По краю шоколадки видно, что он отходит от формы. Вынимаем. Вот такая плитка белого шоколада у нас получилась. Такой шоколад красиво блестит, не тает при комнатной температуре
и разламывается с хрустом. Давайте разломаем. Если для вас эти свойства шоколада не принципиальны, можете легко пропустить процедуру темперирования. Получится также вкусно. По вкусу это сладкий белый шоколад, очень вкусный и потрясающе ароматный. Такую плитку не найти в магазине. Как правило, белый шоколад продается не лучшего качества. А здесь полностью натуральный, превосходный по качеству и вкусу и при этом полезный шоколад без сахара. Дополнения, такие как миндаль и вишня, не только украшают, но и придают шоколаду индивидуальный вкус. Кислинка вишни, кстати, немного нивелирует насыщенную сладость белого шоколада. Если вы делаете шоколад в подарок, то можете подчеркнуть свою заботу о человеке, выбрав для него любимые вкусы. Вторая плитка получилась вот такая необычная. Нежные натуральные цвета. Разламывается с хрустом. А натуральный краситель прекрасен тем, что вместе с цветом вы получаете дополнительный оттенок вкуса. И по вкусу это легкая, будто ягодная кислинка. Тоже очень вкусно. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!